Всем привет, с вами Аленка. Поздравляю вас с наступившим новым 2020 годом. Желаю, чтобы этот год принес вам только вкусную еду, радость, счастье, здоровье, любовь и исполнение всех ваших желаний. Ну что, новогодние праздники уже позади, поэтому пришло время переходить на более полезную, легкую еду. Но поскольку мы хотим кушать вкусно, даже если это более полезная еда, и сегодня предлагаю приготовить вместе со мной свинину с апельсинами. Это блюдо мы будем готовить в мультиварке. Оно готовится просто, легко, быстро, с минимумом затрат времени. Ну что, начинаем? Итак, для приготовления свинины нам понадобится свинина примерно 450-500 грамм, курага, примерно, если это небольшая курага размером, то 8 долек вам будет вполне достаточно. Также мы можем использовать или половинку апельсина, или мандарин. Вкус примерно один и тот же получается в итоге, но поскольку у меня сегодня в наличии были только мандарины, я использую один мандарин. Не сильно маленький, среднего размера. Также вам понадобится мед 30 грамм. Это 1 столовая ложка меда. И соль, перец. Также специи по вкусу, любые, которые вы любите и привыкли использовать с мясом. У меня это маэстро, 15 овощей и пряностей. Итак, начнем. Для начала мы нарезаем мясо размером 1,5 на 1,5 сантиметра. Не мелкими сильно кусочками, но и не крупными, поскольку так мясо приготовится намного быстрее. Итак, мы порезали мясо. Теперь мы берем курагу и нарезаем ее соломкой меленько. Я беру примерно 8 долечек. Вот я уже порезала курагу. В принципе, хочу сказать вам, что если вдруг у вас кураги дома не окажется, вы не расстраивайтесь. Можно без них, возможно, обойтись. А вот без апельсинок и мандаринок точно никак. Потому что благодаря ихнему соку мясо становится более нежным, более вкусным и более сочным. Теперь мы берем мандаринку, разрезаем ее пополам и еще на 4 части. Я сильно мелко мандарин не режу, поскольку тогда весь сок останется у вас на досточке. Я его стараюсь всегда выдавливать больше уже непосредственно в чашу мультиварки. Можно даже на 2 части вот разделить и все. И потом выдавить. Итак, теперь мы вылаживаем все ингредиенты в мультиварку. Сначала мы берем свинину. После этого курагу. Теперь выдавливаем мандаринку. И опять же мякоть мы тоже оставляем в чаше мультиварки. После этого мы берем соль. Соль обязательный ингредиент, поскольку мясо будет очень сладким, если вы его не посолите. Я беру примерно пол чайной ложки. Но опять же, я бы советовала вам потом в процессе готовки попробовать на ваш вкус, какое мясо получается. Возможно, еще добавить соли. Щепотку перчика. И обязательно мед. Меда мы берем 1 столовую ложку. Без горки. В принципе, нет разницы, какой конкретно вы будете брать мед. Это все на ваш вкус и то, что у вас есть в наличии дома. Сейчас специи.
Обязательно все перемешать тщательно. И теперь следующий наш этап — это уже непосредственно приготовление мультиварки. Выбираем режим тушения. Время приготовления 40 минут и нажимаем старт. Итак, пока наше мясо готовится, я вам расскажу еще несколько секретиков от меня. Я нашла этот рецепт в книге мультиварки Redmond, книге рецептов, которая шла в комплекте с самой мультиваркой. Что было в этом рецепте, то, чего я сейчас уже не использую? Это добавлялась вода на самом начале приготовления этого мяса. Мне такой рецепт не понравился, поскольку в конце готовки, когда уже открывалась мультиварка, в чаше оставалось очень много воды, и мясо в итоге было похоже на какое-то вареное, пареное, очень такое вот консистенции мне, которая не нравилась. Хотя рецепт назывался «Мясо с апельсиновым соусом». До соуса там было очень далеко. После этого я перестала использовать воду, мне результат нравится намного больше. Скоро вы увидите, какой он получается. Ну и плюс еще маленький секретик от меня о приготовлении этого блюда. 40 минут уже прошло, мы открываем нашу мультиварку и смотрим, какой же результат у нас получился. Как вы видите, жидкости в чаше мультиварки достаточно много. Это при том, что я вообще не добавляла воды. Для того, чтобы мы получили вкусный результат, я еще хочу после этого режима тушения поставить на 5, максимум 10 минут режима жарки. Это мясо. Поскольку мы масло не добавляем, мясо все равно будет более-менее диетическим, и вкус вас порадует. Итак, ставим на режим жарки. Тут стоит 15 минут, но мы засекаем 5 минут для начала. Что еще важно? Обязательно тщательно мешаем в процессе этого режима. И не закрываем крышку мультиварки. В режиме жарки, вот почему нужно, чтобы была открытая чаша мультиварки, чтобы мясо не подгорело и у вас была возможность его перемешивать. Вот какой результат у нас получился после 6 минут приготовления в режиме жарки. Но поскольку я еще не добилась того эффекта, который хотела, мы еще продлим немножко приготовление, примерно на 4-5 минут. И я вам покажу итоговый результат приготовления этого блюда. Итак, вот такой результат у нас получился по течению приготовления этого блюда. Мясо получается очень аппетитным, не подгорело абсолютно, даже несмотря на то, что мы ставили режим жарки. Лишняя вода испарилась, курага и мандаринка еще лучше пропитала наше мясо, и что-то получилось даже похожее на соус, на свинину в соусе. Итак, приглашаю вас попробовать это замечательное блюдо вместе со мной. Итак, у меня уже текут слюнки, говорить уже больше нету сил, хочется кушать. Я вам желаю тоже приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. Жду ваших комментариев, как вам это блюдо.